Эргономичная посадка, интересный дизайн с хорошими материалами, большой функционал, а именно активное шумоподавление до 38 дБ с двумя режимами работы, не раздражающий режим прозрачности, режим низкой задержки, анимация при подключении, приложение, в котором можно настроить все под себя и даже прогреть наушники, чтобы выжать из них максимум звука. Отличная суммарная автономность вместе с боксом до 30 часов, беспроводные наушники от Xiaomi OneMo практически всегда были хороши. Как обстоят дела у наушников OneMo Piston Buds Pro, сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. А сегодня мы с вами обсудим и заодно разыграем, но это чуть-чуть позже на стриме, новые наушники от Xiaomi OneMo. Как вы помните, у Xiaomi OneMo были одни очень хорошие ТВСки, это OneMo ComfoBuds Pro. Они, по моему мнению, до $100 были лучшими по звучанию. Вот такая вот штуковина будет теперь у меня. Ее тоже реально на Али купить. Сейчас я расскажу вам вот про эти затычки. Они производятся двух цветов. Белые я буду разыгрывать. Новенькие, закрытые. Условия будут в конце ролика. Так вот, эти наушники, как и все от Xiaomi, позиционируются как а-ля аудиофильское. В чем плюс был у прошлой пары ушей, которые я считаю лучшими? В том, что они были максимально комфортные, несмотря на то, что у них были диоды в ножках, они с довольно странным звуководом умудрялись воспроизводить не только все объемно, но и детально. Хотя объемность и детальность для затычек, тем более беспроводных, штука странная. Что у нас здесь есть из комплекта? Я думаю, что там, как всегда, шикарный набор, а шикарный набор подразумевает то, что здесь, скорее всего, даже мешочек положили, но не факт. Это в прошлых реинкарнациях было, сейчас, скорее всего, нет. Идет по пути эконома. OneMo, ладно. Досадно, обидно, но ладно. С другой стороны, я вижу, какой здесь интересный новый бокс. А он и правда интересный и новый. Смотрим. Сборка сразу мне не нравится. Мне не нравится, что здесь видны места соединений. Пластик, по ощущениям, не дешман, но выглядит не фонтанно, не прорезиненное дно, без, скорее всего, наличия беспроводной зарядки, довольно странная кнопка сопряжения, USB Type-C и глянцевая верхушка. Вот верхушка выполнена, несмотря на пошлость, по мне довольно интересно и хорошо. Следующий момент. Кабель Type-C у нас один, черный, довольно длинный. Комплект сменных амбушюр, которых здесь однородных, к слову, раз, два, три пары. И четвертая пара, скорее всего, находится на самих наушниках. Да, так оно и есть. Защитили у нас и сенсорную область, и область для зарядки. Бокс с пластиковым креплением крышки. Крышка чуть-чуть люфтит в закрытом состоянии. Глянцевая поверхность у наушников. Располагаются довольно удобно, но, что странно, размер М амбушюр мне не особо подходит. То есть я бы взял побольше, я бы взял L-ку. Следующий момент какой? QR-код стандартно и инструкция. Инструкция у нас на русском языке тоже, и это очень круто. Я думаю, что вес в районе стандартного. 4,5 грамма каждый наушник, да. Как в воду глядел. И бокс, а бокс легкий, 30 граммов. Больше всего меня интересует, какой здесь Bluetooth версии 5.2. Говорят, уже есть у кого-то 5.3, но я пока не щупал сам. Есть у нас активное шумоподавление ANC. Есть возможность его отключить. Все проверим, обо всем расскажу и помним, что вот такие беленькие я разыграю в конце месяца, вне зависимости от количества лайков у этого видео. То есть фактически, когда вы смотрите, наверное, где-то через неделю. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами Нали. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, в феврале 28-го. На канале для стримов. К слову, там часто проходят прожарки. Недавно я, допустим, прожаривал OnePlus Nord 2 SE. И планирую Realme GT, Realme GT 2 Pro и еще много всего, если опять же вам будет интересно. Перейдем же к наушникам OneMo Piston Buds Pro. Полетели. В продаже два цвета, это белый и черный. Зарядный кейс изготовлен из матового пластика и на верхней части крышки глянец. Форма прямоугольная с закругленными углами. Габариты 58 на 37 на 22 мм. В кармане не мешается, так как он имеет относительно маленькие габариты. Тактильно не сказал бы, что приятный, но из рук он не выскальзывает. Отпечатки из-за матовой поверхности не собирает. Качество самих материалов меня не особо обрадовало, но сборка хорошая
хорошие, и они не совсем печальные. Во всяком случае, миллиметровых зазоров не видно. На корпусе есть логотип компании, индикатор состояния аккумулятора, кнопка сопряжения, разъем USB Type-C и на нижней части краткая информация мелким шрифтом. Небольшой люфт у крышки есть только в закрытом состоянии. Открыть одной рукой можно без проблем, и крышка фиксируется в открытом положении, что тоже удобно. Внутри бокса поверхность вся матовая, рядом с местами под наушники есть маркировка Left и Right, также имеются контакты для зарядки. Наушники в боксе незначительно гуляют, при тряске вылетают без проблем. Если кейс просто перевернуть, то остаются на своих местах. Хлопок при закрытии крышки бокса звонкий, емкость аккумулятора 410 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 2 часа 7 минут. Беспроводной зарядки не завезли, наушники от бокса можно перезарядить полных 4 раза. Саморазряд я не наблюдал, что есть хорошо. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из такого же материала, как и бокс. Есть глянцевая поверхность, и большая часть наушников выполнена из матового пластика, что хорошо. Дизайн не могу сказать, что запоминающийся, но при этом интересный, нестандартный. Габариты составляют 22 на 14 на 16 на 18 мм. В ухе сидят хорошо, при длительной носке уши не устают. При занятии спортом из ушей вылетают, но с амбушюрами, которые изначально были на наушниках, после подбора амбушюр под себя, посадка стала более плотной, но единственное, если у вас уши и ушной канал больше среднего, скорее всего, вам придется все-таки искать сторонние амбушюры. Из рук не выскальзывают, звуковод имеет размеры 3,4 мм на 6 мм. На корпусе располагается световой индикатор, который во время прослушивания музыки не мигает. Далее зарядные контакты, по 2 микрофона на каждом наушнике, сенсоры приближения и сенсорная панель. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового помощника и переключение режимов шумоподавления и прозрачности, а также их выключение. На тапы откликаются хорошо, но очень редко бывают ложные срабатывания. Оснащены наушники 10-миллиметровыми динамическими драйверами с титановой диафрагмой. Импеданс равен стандартно 16 Ом. Активное шумоподавление до 38 дБ. Имеет оно 2 режима работы: сильное и подавление ветра. Как оно работает, мне понравилось, но громкие шумы оно все равно не давит. Придется на максималку громкость выкручивать в том же метро. Режим прозрачности хороший и не раздражающий. Заряд наушников в шторке смартфона показывает, по одному наушники работают, но переподключаются с задержкой в 1 секунду. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Мультипоинта нет, сенсоры приближения отрабатывают хорошо, анимацию настроить можно в официальном приложении, она будет срабатывать на многих Android-устройствах. Емкость аккумулятора одного наушника 38 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 3 минуты. Ушло у меня ровно 50% со 100% заряда на 60% громкости по кодеку AAC без включенного режима активного шумоподавления и прозрачности за 4 часа 25 минут. В итоге они проживут не более 8 часов в лучшем случае. За 5 минут в боксе набежало 20%, а хватает этого на 1 час прослушивания музыки на 60% громкости при подключении по кодеку AAC. Защита от пыли и брызг IPX5, я искупал их в проточной воде около 20 секунд, так как больше бы времени они там не выдержали, но, к счастью, с ними ничего не произошло. Топить их нельзя, вам не советую так делать, так как этот класс защиты не позволяет окунать наушники в воду, тем более в них плавать, максимум это дождик, притом легкий. Далее, для удобного использования нужно установить приложение One More Music. Доступна она как на Android-устройствах, так и на iOS-системах. В приложении можно увидеть заряд аккумулятора в процентах, как наушников, так и бокса. Далее есть переключатели режимов активного шумоподавления, прозрачности обычный. Смарт-воспроизведение, настройка тапов, включение-выключение игрового режима, который активируется только в приложении, пресеты эквалайзера, и настраиваемого здесь эквалайзера, к сожалению, нет. Придется другим каким-то в плеере пользоваться. Также есть успокаивающие звуки и обновление прошивки. К слову, обновление мне пока что не прилетало. Bluetooth здесь в последней версии 5.2, почти последней, но в устройствах 5.3 я пока не видел. Подключить их к смартфону легко, так как есть кнопка сопряжения. Из кодеков на борту только AAC и SBC, через 2 стены наушники не отваливались, но фризы появлялись. Задержки на YouTube незаметны, в играх не хуже и играть комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны отрабатывают неплохо, голос, конечно, слегка искажают, но я ожидал худшего. Примеры вы сейчас услышите. И тест микрофонов этих ванморных наушников. Сразу я спойлерю по поводу звука. Я вам скажу, что прогревать их нужно. Все, что у One More есть, все, что я тестировал, One More Comfabats Pro, которые все еще являются эталоном по звуку до $60, 70, ладно, за 60 их сложно купить. Вот то же самое, эти наушники необходимо греть. По поводу стоимости, спойлер, то же самое скажу. Сейчас они 70, будут на распродаже 39. По поводу микрофонов без шапки, они будут работать примерно так. Рядом дорога, ветер, снег, мокрый притом. И сказать, что хорошо или плохо работают, я не знаю. Микро вот в таких затычках никогда не работает волшебно, кроме Google Pixel Buds 2. Вот там они, я не знаю, как сделали микрофоны, даже с такой формой. Получается, с микрофоном, который далек от источника звука, конкретно это сейчас мой рот, они умудряются работать волшебно. Эти работают просто неплохо. По поводу амбушюр, даже если у вас среднего размера уши, вам необходимо будет ставить большие амбушюры. Если у вас крупные уши, больше среднего, назовем их так, вам необходимо будет искать какие-то другие амбушюры, в комплекте таких нет. И по звуку, еще раз повторяюсь, что это что-то с чем-то. Если вам такая форма заходит, если вас удовлетворяют эти микрофоны, поверьте моему опыту, до $40 вы такого не купите. Может быть, у анкеров, когда они будут выкидывать очередные какие-нибудь анкер P2i, но P2i были хуже по звуку. Поэтому, я не знаю, что аналогичное найти до 40. Свыше 40, там, в принципе, война у самих же One More, может быть, с Comfabats Pro на распродажах и подобным. Здесь уши сделали молодцы. По сборке эпичный фейл с боксом, мне кажется, им вообще было плевать, когда они его делали, потому что они могут лучше. С другой стороны, как они могут лучше за $39? Они сами себя потовят, люди будут вместо Comfabats Pro покупать эти. В целом, самое важное, что вы должны были в этом тесте уяснить, что микрофоны здесь есть. Даже на улице, даже в такую погоду, они в принципе могут передать ваш голос. Смотрим. Звучание. В приложении есть возможность прогреть наушники. В моем случае после 11-часового прогрева звучание стало ощутимо лучше. Не скажу, что прям значительно, но лучше. Возможно, их нужно прогреть еще пару раз для того, чтобы получить максимум от них. И по моему опыту так оно и есть. Запаса громкости лично мне достаточно. Выше 70% громкости я в них не слушал музыку и вам не советую. На 100% незначительная каша есть. Низкие, средние и высокие частоты на своих местах. Баса в стоке, как по мне, в самый раз. Детализация хорошая. Сцена средняя, инструментал отыгрывают на свою стоимость. Больше здесь, конечно же, басов, это затычки, средний бас в наличии, низкие частоты немного заходят на средние. С высокими для затычек я бы сказал, что более чем все в порядке. Звучание энергичное, панч есть, плюс есть еще детализация, какая-никакая, за эти деньги это прям удивительно. Из минусов нет возможности настроить тапы так, чтобы было можно 3 нажатиями, к примеру, регулировать громкость, 2 нажатиями переключать треки и останавливать музыку одним нажатием. Все-таки меня не особо порадовали материалы и в некоторых местах сборка, особенно бокса. Стоят сейчас они в районе $72, но это не самое главное. Самое главное, что во время распродажи 21 числа, когда их и начнут продавать, они будут стоить $39. Ссылка в описании к видео. Промокоды там же, плюс промокоды на будущую распродажу 21 числа сможете прикинуть. Вообще получается, что дешевые товары можно будет купить ультра дешево, а дорогие не особо дешево, потому что промики не жирные, меньше 10%, и это странно. Но я уверен, что они догрузят. Они так всегда делают. Так что смотрим Telegram в описании и пользуемся. Резюмирую. Наушники однозначно нужно прогревать. Так же, как One More Comfabats Pro. Но звучание даже из коробки я бы сказал, что максимально хорошее. Чтобы выиграть данные наушники 28 февраля, что будет через 1,5 недели, вам достаточно подписаться на этот канал, на лайв-канал и помимо этого подписаться на Telegram-канал скидок. Верхняя ссылка в описании. Просто пишите свое имя в Телеграме, можно через пробелы, можно на русском языке, либо пишите свое имя в Телеграме, с которого вы подписались на Телеграм-канал скидок, в описании к своему аккаунту на YouTube. Я думаю, вы догадываетесь, о чем я. И 28 февраля на лайв-канале будет розыгрыш белых таких новеньких наушников. Как и всем, мне эти наушники прислали, без условий, ТЗ и всего остального. По поводу качества, я бы сказал, что если они так и будут стоить $39, однозначно это самый мега-топ до 40. Хотя скоро мне придут Oppo Enco Free 2i, и там уже посмотрим,
посмотрим. Девайсу однозначное да, подписываемся с колоколом, ставим лайк за труды, пишем в комментариях, что еще вы хотели бы увидеть на обзор, куплю. Кстати, Redmi K50 Game Edition я тоже купил. Добра и удачи вам, дорогие друзья!